Всем привет! Меня зовут Земфира. Добро пожаловать на мой канал, на канал The Handmade. Это третья заключительная часть видео мастер-класса по вязанию вот такой вот бабочки красавицы. Итак, провязали мы с вами 9 рядов без изменения. В каждом ряду по 48 столбиков без накида. В следующем ряду вяжем 40 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и 40. Далее вяжем 4 убавочки подряд. Провязываем по 2 петли вместе за передние стеночки и повторим так 4 раза. Итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 44. Далее отмечаем новый ряд. В новом ряду вяжем 2 убавочки подряд. И до конца ряда вяжем 40 столбиков без накида. В этом ряду общее количество петель у нас должно получиться 42. Провязали, новый ряд отметили. Следующие 2 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 42 столбика без накида. Провязали. В следующем ряду вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 плюс 1 убавка. Так вяжем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 36. Провязали, новый ряд отметили. В следующем ряду вяжем 4 столбика без накида. 2, 3, 4 плюс 1 убавка. Так вяжем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 30. Провязали, новый ряд отметили. В следующем ряду вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3 плюс 1 убавка. Такую комбинацию повторяем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 24. Провязали, новый ряд отметили, вытянем немного петлю и на этом этапе наполним голову игрушки наполнителем. Далее зафиксируем глазки. Из белого фетра предварительно вырезаем овальчики размером 3,5 см на 3, делаем в середине дырочку и вставляем глазик. Глазки будут расположены между 3 и 4 рядами, если считать от ряда, там где мы делали 4 убавочки в конце ряда, и в следующем ряду в начале ряда делали еще 2 убавочки, то есть формировали мордочку. Считаем этот ряд с убавочками. 1, далее наверх 2, 3, 4. И вот между 3 и 4 рядами фиксируем глазик. Второй глаз располагаем на расстоянии 4 столбика друг от друга. Носик же фиксируем между
рядом, там, где мы делали убавочки, и следующим рядом. Вот так вот. Все, и теперь немного вытаскиваем наполнитель, фиксируем носик и глазки заглушками. Продолжаем наше вязание. В следующем ряду вяжем 2 столбика без накида. 1, 2. Далее вяжем одну убавку. Такую комбинацию повторяем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 18. Провязали, новый ряд отметили. В следующем ряду будем ввязывать усики. Усики по желанию можно и не ввязывать, а пришить. Но так как я не люблю лишний раз работать с иголкой, поэтому я их ввязываю. Итак, для начала вяжем 1 столбик без накида. Если же вы не будете ввязывать, а пришивать, то значит этот ряд провяжите 1 столбик без накида плюс 1 убавка. Так провяжите до конца ряда. Итоговое количество петель должно получиться 12. А если же будете ввязывать так, как я, то повторяем 1 столбик без накида. Далее вяжем 1 убавочку. Далее вяжем 1 столбик без накида. Далее будем ввязывать усик, но для начала берите вспомогательный крючок, так будет удобнее. Сделаем убавочку, то есть до конца мы ее не провяжем. Подхватываем 2 петли вместе за передние стеночки на голове игрушки, протягиваем рабочую нить. Далее подхватим 2 петли на усике и сквозь нее протянем рабочую нить, сквозь эти 2 петли на усике. Протянули. Теперь основным крючком провяжем столбик без накида. Далее подхватываем также 2 петли. Можно подхватить 2 петли, а можно и все 3 петли умудриться захватить на усике. Но я подхвачу вот эти вот 2 крайние, то есть 1 петля, она останется как бы не задействована в вязании. Я думаю, что это не навредит. Итак, подхватываем рабочую нить, протягиваем и основным крючком вяжем столбик без накида. Далее вяжем 1 убавку, 1 столбик без накида, 1 убавка, 1 столбик без накида. Далее будем вязать второй усик. Подхватываем 2 петли вместе за передние стеночки на голове игрушки, протягиваем рабочую нить с вспомогательным крючком, подхватываем 2 петли на усике, протягиваем сквозь них рабочую нить и вспомогательным, то есть основным крючком вяжем столбик без накида. Далее подхватываем 2 петли на усике
и одну петлю на голове игрушки. Протягиваем рабочую нить сквозь все петли и основным крючком вяжем столбик без накида. Далее делаем одну убавку. Маркер можно снять, чтобы он не мешался. Дозаполним голову игрушку наполнителем. Дозаполнили наполнителем и в следующем ряду вяжем 6 убавочек подряд. Провязываем по 2 петли вместе за передние стеночки. Повторим так 6 раз. И итоговое количество петель у нас должно получиться 6. Провязали. Далее берем вспомогательный крючок, протягиваем ниточку и отрезаем ее, оставляя хвостик длиной 10 сантиметров. Я уже это сделала, и этим хвостиком стягиваем вот это вот отверстие. Как я это делаю, я подробно показываю в вязальной видео шпаргалочке. Ссылка на нее в описании под видео. Итак, наша с вами бабочка полностью готова. Я ей уже пришила крылья, приклеила реснички и вышила ротик. Я это сделала за кадром, потому что здесь ничего сложного нету. Вы это самостоятельно тоже сможете сделать. Я просто расскажу, как я пришивала крылья. Пришивала к туловищу 2 рядами. Один ряд я прошила здесь. Сначала крылышки между собой, вот в этом месте я сшила швейной нитью. Далее пришивала к туловищу 2 рядами. Один ряд я прошила здесь, потом по этой стороне. И зафиксировала еще пару стежками вот в этом вот месте, чтобы крылышки не падали, чтобы вот они были вот такой вот формы, вот так, чтобы выглядывали из-за спинки. Вот, и реснички я приклеивала горячим клеем, вот тут наверху и внизу. И красной ниточкой вышила ротик. Ротик, если вот считать от носика, считаем этот вот ряд, там где захватил носик, 1, и далее вниз 2, 3, 4, 5, 6. И получается вот в 6-м ряду, посередине носика ориентируемся, в 6-м ряду и на 2 ряда вверх, вот так наискосочек располагаем ротик. Как я делала? Я завела иглу вот в этом месте, вывела вот в этом месте, завела здесь на 2 ряда ниже и вывела через 1 столбик. Далее вот это получается с внутренней стороны этот столбик я сделала обхват, как бы провела иглу с ниточкой и завела вот здесь. Вывела вот в этом месте. У меня тут образовались 2 хвостика. Я их зафиксировала на узелочке, предварительно найдя заднюю стеночку любой подходящей петли, и спрятала вовнутрь головы. У данной бабочки я бантик завязала не на шее, а на усиках. Почему? Потому что вот эти вот усики у меня не получились так, чтобы они прям вертикально стояли. Они у меня слегка легли по обе стороны, и поэтому я не стала их пришивать, подтягивать к голове с швейной ниточкой вот в этих вот местах, а просто решила завязать вот так вот бантик. И мне это так понравилось, поэтому у первой бабочки я тоже с шеи перевязала на усики. Ну вот и все, наша бабочка с вами полностью готова. Я очень надеюсь, что у вас все получилось. Всем спасибо большое за вязание вместе со мной. Кто не подписан на мой канал, предлагаю подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить еще много чего интересного. Всем пока-пока!